Друзья, всем привет! Речь у нас сегодня пойдет о двух разных вариантах помп в системе охлаждения на Opel Mega A. На обзоре у нас сегодня помпы компании Dolz, Airtex, Profit, Thermatec и HEPO. Система охлаждения на Opel Mega A 1.8 и 2.0 есть как с расширительным бачком, так и без расширительного бачка. Также есть с помпой два варианта. Один вариант у нас до 1993 года без ролика. И второй вариант уже после 1993 года уже идет с роликом. Поэтому, если вы не уверены, что до вас никто не менял двигатель, лучше проверить помпу, потому что помпы не взаимозаменяемы. Конечно, что помимо самой помпы при замене нам может понадобиться? Конечно же, это антифриз и желательно использовать промывку системы охлаждения. Так как у нас двигатель уже, будем говорить, не из новых, то есть с большим пробегом, чтобы промыть все каналы, вычистить всю систему охлаждения, лучше, конечно, и залить промывку для радиатора и всей охладительной системы. Начнем уже с помпы компании HEPO, один из представителей высокого качества, производитель Германия. Но если смотреть на такой высокий ценовой сегмент, то можно добавить уже и помпы, например, от SKF или же INA. Помпа HEPO поставляется в своей фирменной упаковке. Есть на самой помпе фирменный логотип Германия, HEPO. Есть серийный номер. Количество крыльчаток, в принципе, на всех помпах на сегодняшнем видеообзоре одинаковое, их 8 штук. Также и уплотнительное кольцо присутствует ко всем вариантам помп на сегодняшнем видеообзоре. Если пробовать помпу на вращение, на люфты, то в принципе никаких шелестов и люфтов на подшипнике нету. На самом деле HEPO неплохой вариант, но цена на него немного завышена. Поэтому за такую стоимость, в принципе, опять же, можно взять помпу от компании SKF или же INA. Thermatec — польский производитель бюджетного качества, но в случае с Омегой Thermatec по цене практически на равных с помпой от компании HEPO. Если же выбирать между двумя производителями Thermatec и HEPO, то, конечно же, лучше взять компанию HEPO, так как их продукция была и всегда на несколько уровней выше, чем Thermatec. Что касаемо самой помпы Thermatec, в принципе, по комплектации все одинаково, как и с HEPO. Фирменная своя упаковка, уплотнительное кольцо, количество лопастей одинаково. Если осматривать оба варианта помпы компании Thermatec, на обоих присутствует фирменный логотип и на каждой помпе есть свой серийный номер. Если же пробовать провернуть помпу компании Thermatec, здесь уже есть небольшая проблема, а именно то, что проворачивается она с очень большим усилием, в отличие от помпы компании HEPO. Опять же напомню, что помпа Thermatec в принципе наравне по стоимости с помпой компании HEPO. Но HEPO у нас предлагает всегда высокое качество, Thermatec у нас более бюджетный производитель, и в данном случае он показывает свое качество, то что помпу очень сложно будет провернуть, хотя по стоимости они установили на свои помпы практически наравне с HEPO. Если же взять вторую помпу компании Thermatec, ситуация немного лучше, но также помпу сложно провернуть, в отличие даже от помпы компании Dolz, которая значительно дешевле помпы HEPO, но вращается она без проблем. Также у нас есть помпа компании Airtex, один из хороших вариантов по цене качества. Airtex — это у нас американская компания с производством в США и Испании, поставляется в своей фирменной упаковке, есть инструкция, есть уплотнительное кольцо. На самой помпе есть только серийные номера, больше никакой информации производитель не оставил. Если пробовать на вращение помпу компании Airtex, претензий к ней нет, никакого шелеста подшипников не слышно, свободных люфтов нету. Вращается она также неплохо, свободно, в отличие от помпы, опять же, Thermatec. Вторым вариантом их среднего качества можно выбрать помпу компании Dolz. На самой помпе нет фирменного логотипа, как ни странно, учитывая то, что в данной компании есть весь цикл производства своих запчастей самостоятельно. Они изготавливают корпуса водяных помп. То есть в данном случае удивительно, как компания, которая изготавливает корпус самостоятельно, не оставила свой фирменный логотип ни на одной помпе, ни на второй помпе. То есть только есть серийные номера на самих помпах, больше никакой информации нету. Если же пробовать на вращение помпу, то опять же вращается неплохо, претензий к этому нету. Profit же у нас относится к бюджетному
качество, так же как и Thermatec. Единственное, что с помпой для Омега А Profit значительно дешевле, чем Thermatec. Производитель у нас Чехия. На помпе компании Profit есть фирменный логотип и серийный номер. Если же пробовать на вращение, подается с небольшим усилием, но все же легче, чем помпа компании Thermatec. И при том условии, что помпа компании Profit значительно дешевле, чем, опять же повторюсь, помпа компании Thermatec. Подытоживая, можно сказать, что при ограниченном бюджете все же лучше выбрать помпу компании Airtex или же Dolz, потому что последствия вышедшей из строя помпы может повлечь за собой более серьезные последствия, чем просто подтекание и постоянная доливка антифриза. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. В описании под видео будет ссылка на наш магазин, где можно приобрести запчасти для Opel Omega и других автомобилей. Всем удачи на дорогах, до новых встреч!